Всем привет! С вами Оксана Майкова и добро пожаловать на наш испанский язык, на наш третий урок испанского языка. Вы знаете уже Виолетту, да? Виолет, привет! Виолетту, Светлану, это наши студентки. Девчонки, хорошо, что спасибо вам еще раз огромное, что вы согласились изучать язык с нуля в прямом эфире, потому что, знаете, все равно есть ошибки возникают и все такое, и очень мало таких смелых, отчаянных людей, которые на это способны, то есть которые способны спокойно это все изучать. Поэтому, друзья мои, лайки обязательно ставьте девчонкам, потому что не каждый из вас на это способен. Также у нас есть в правом углу чат, где вы можете оставлять свои вопросы, комментарии, для того, чтобы мы могли вам в прямом же эфире отвечать, если вы изучаете с нами язык, вот именно просматривая наши ролики. Или отставляйте в комментариях после того, как видео выйдет уже на канал. Ну, это такое небольшое правило. Не буду говорить, зачем учить испанский в это тяжелое время, во время карантина. То есть это развивает память, и как бы дела ни закончились, кому-то испанский пригодится, а кому-то пригодится хорошая память. Мы недолго сегодня будем в эфире, то есть я сейчас дам основные моменты, дальше мы с девочками уйдем уже из эфира и будем проверять домашние задания, проговаривать, да, учить, больше осваивать произношение, грамматику, чтобы вас сильно не нагружать, чтобы вы могли концентрированно позаниматься, мы дадим вам небольшой полезный материал. Первое, что я хотела, что мы не прошли в прошлый раз, да, то есть как каждый из нас, приезжая в Испанию, в данном случае Света и Виолетта, Светлана и Виолетта находятся в Испании, с этим обязательно столкнутся в какое-то время, может быть, не сейчас, может быть, чуть позже, то есть когда нужно заполнять документы. Когда вам предоставляют к заполнению любую анкету, где вы должны указать свое имя и фамилию, вы увидите всегда две фамилии, то есть апеллидо и апеллидо. Апеллидо – это фамилия, nombre – это имя, апеллидо – это апеллидо. В испанском языке у испанцев две фамилии. Как они формируются? Это очень важно. То есть женщина, когда выходит замуж, она не берет фамилию мужа, в отличие от нас с вами. Она оставляет свою девичью фамилию. То есть, например, папа у девочки Хесус Санчес Лобадо. Хесус его зовут, Санчес Лобадо – это не отчество, и фамилия – это два отчества. Санчес Лобадо. Мама у нее Ньевес Гарсия Фернандес. То есть Гарсия Фернандес – это ее отчество. Что случается с девочкой? Ее называют Кармен, и она становится Санчес Гарсия. То есть, смотрите, Хисус Санчес Лобадо, да, Хисус, ее папа. То есть у него Санчес фамилия, она берет фамилию папы первую, да, то есть его девичью фамилию. И вторая у нее фамилия идет от мамы первая, потому что маму зовут Ньевес Гарсия Фернандес, поэтому девочка Кармен становится Кармен Санчес Гарсия. Первая от папы, второе от мамы, именно девичья. То есть здесь фамилия мужа не присутствует. Если мы возьмем папу и маму, Хисус Санчес Лобадо и Ньевес Гарсия Фернандес, мы увидим, что у них нет как бы пересекающихся фамилий. Это понятно, девчонки? Да. Не очень запутанно? Нет. Ну ладно. То есть, если бы второе отчество было фамилией, да, Оксана Юрьевна Майкова. Мой папа, с моими не получится, потому что у моих родителей отчества одинаковые. Такое ощущение тогда было бы, что как будто мама взяла отчество папы. Ну-ка, скажи, пожалуйста, Свет, как у тебя? Как у тебя отчество и фамилия мамы и папы? Ну вот как тебя зовут? Светлана Александровна и Анна Яковлевна. Не, полностью, с фамилией. У них же нет, у нас, смотри, у нас же фамилия, Мгм. вот у них нет отчества, у них две фамилии. М. А мы сейчас поиграем в то, что как будто отчество – это наша первая фамилия. Ну, тогда, получается, я бы была Светлана Медикова Сигачева. Как? Сигачева. Нет. Нет? А М-м. почему? Скажи Но полное мама, свое имя. Подожди, полностью скажи свое имя.
Светлана Александровна. Светлана Александровна Медикова. Да. Мы с тобой берем за основу, что Александровна – это первая фамилия. У испанцев же две фамилии. Мы сейчас что разбираем? Что когда вы в анкетах будете видеть две фамилии, у нас-то нет двух фамилий, у нас есть отчество и фамилия, а у них отчества нет. У них две фамилии. И у нас девочка выходит замуж, она берет фамилию мужа. Да? А у них две фамилии идут первые от родителей. То есть, давай, вот тебя зовут Светлана Александровна Медикова. Да. Папу твоего как зовут? Александр Захарович Медиков. Захарович. А мама? Анна Яковлевна. То есть ты бы была Захаровна Яковлева. Яковлевна. Яковлевна, да, Захарова Яковлевна. Ну так вот, если по родителям. То есть ты бы не брала фамилию мужа. Ну, тебе еще рано фамилию мужа. Ты бы у нас кто была? Виолетта. Виолетта Александровна, у тебя отчество? Виолетта Александров, да. Александровна. Ты же Светлана Александровна? Да. Блин, тебе, Виолетта, даже здесь не повезло. Ты как это, как я. Я бы тоже была Оксана Ивановна Ивановна. Ну, у меня родители Ивановны, я была бы Оксана Ивановна Иван. О, Господи, не дай Бог нам такое счастье. Ну ладно, друзья мои, как могла, так и объяснила. То есть у испанцев они берут от мамы и от папы, от мужа не берут ничего. Такая история. Дальше, еще одно правило, которое мы не прошли. В испанском языке в вопросах, когда вы задаете вопрос и отвечаете на него, си и но, то есть отрицание и подтверждение. Си это что, Виолетта? Да. Но, Света? Нет. Ну, очень просто, да. Си и но всегда ставится в начале ответа. Например, es Carlos abogado, мы говорим si es abogado, или no es abogado. Вот тут обратите, пожалуйста, внимание, дальше мы будем это отрабатывать, вы это увидите. То есть, когда мы говорим si, мы делаем подтверждение один раз, это коллегиально, да, то есть это не разговорная речь, то есть это правильная речь. И когда мы говорим es Carlos abogado, мы говорим no es abogado. Мы не говорим Карлос не адвокат по-русски, да, или мы по-русски говорим, да, Карлос адвокат, или там он адвокат. Испанцы это всегда ставят впереди. То есть мы должны понимать, что ответ мы всегда будем делать вперед. Понятно? Ну, легко. Si o no всегда впереди. Все, забыли. Так, сейчас немножечко мы с вами поработаем над грамматикой. Так, сюда, сюда. Я не буду вас спрашивать, вот для тех, кто нас в записи смотрит, мы просто общаемся чуть больше, поэтому перед тем, как проводить урок, вчера мы уже вечером поговорили по домашкам, и немножко я понимаю немножко сложности, да, при изучении, поэтому я с этого сразу прямо и начну. Виолетта, готова? Я буду тебя спрашивать. Сейчас я вот так вот разделю, вот так вот, раз, чтобы у нас палочка была, видно же, да? Очень сложный глагол ser, то есть не столько сложный, сколько нужный, поэтому мы его будем отрабатывать несколько уроков и постоянно к нему возвращаться, потому что глагол ser – это очень такой, очень-очень нужный глагол, и его нужно выучить. Смотрите, в русском языке местоимение, мы знаем, что глагол связка может заменять местоимение, то есть мы не обязаны говорить, в русском языке говорим я учительница, в испанском языке как мы скажем? Yo soy profesora. Yes. То есть мы добавили глагол связку, да? Yo soy profesora. Поэтому, когда мы можем говорить, а можем, Виолетта, сказать так, soy profesora? Да. Да. Почему? Что мы убрали? Мы убрали глагол я. Нет, местоимение. Местоимение. Да, нельзя. Так, Света, я тебя обязательно спрошу, я не прокину тебя, я очень строго слежу, чтобы каждый ученик у меня имел право выступить. Но пока мы с одним, не подсказывай. Тут отличница на первой партии, видите как? Мама отличница на первой партии, всем подсказывает. В испанском языке, запомните, пожалуйста, нельзя пропустить глагол. Можно выкинуть местоимение, имя, фамилию, две фамилии папы и мамы, но нельзя выпустить глагол. Пожалуйста, прям привыкайте к этому. Да?
То есть глагол все решает. Поэтому давай так. Виолетта, давай начнем с тебя. Я здесь буду писать. Напротив русских местоимений мы будем писать глагол, да, вот в этой форме. Так, сейчас, подожди, большие буквы поставлю. Давай. Я по-испански. Я. Давай глагол. Ну, Soy. хорошо, давай, давай так, давай с тобой мы местоимение пропишем. Хорошо. Мы. Tú. Ну, мы. Вот смотри, в русском языке я, мы, ты, вы, он, она, они. А в испанском языке yo. Смотри, я сюда сразу напишу ту, да, чтобы подсказку тебе сделать. Поняла? Ту. Nosotros. Хорошо, давай, nosotros. Мама, подключайся. Ой, Мгм. подожди, ту. Так, давай, nosotros. Света, и ты тоже смотри, в чем Виолетте потом можно будет... Мгм. Nosotros. Мгм. Вы — это vosotros. Подожди, а еще есть что-нибудь такое в отличие от нас? Nosotros. Nosotras. Nosotras, as. То есть если это мужской род, мы говорим nosotros, если это женский род, мы говорим nosotras. То есть мы в испанском языке имеет мужской и женский род. Ту. Виолетта сказала ту, мама. Vosotros, vosotras. Виолетта, поправь-ка маму тоже. Что она там у нас опять портачит чуть-чуть? Немножко окончание проглатывает. Умница моя, правильно. То есть немножечко она глотает опять у нас окончание. Это очень важно. Давайте еще раз это повторим, что vosotros и vosotras. Светочка, да? Vosotros, vosotras. Умница. Виолетта, продолжаем. Él, ella. Ella, угу. Y ellos. Ну-ка, без Л. Ellos. Как мы говорим? Две Л. Ellos. Ellas. Ellas. И Л как будет? Ellos. Ellos, правильно. То есть в испанском языке, как мы видим, да, есть еще и у него, и у она во множественном числе женский и мужской род. Умницы, молодцы. А теперь давайте в это же самое мы впишем глаголы, да, наверное? Так, у нас есть место, куда вписать глаголы? Да, есть. Вот так вошло в экран, девчонки, вы видите? Да. Так, начнем мы. Так, Виолетта говорила единственное число. Поехали, Света. Так, soy. Не подглядывайте никуда. Ну-ка, убери глаза. Ну-ка, закрой тетрадку. Быстро. Смотрите, почему мы закрываем тетрадки? Пускай мы сейчас будем ошибаться. Вот как только мы ошиблись, согласись, память сделала вот такой вот зажим, да, такой чик. Но когда мы просто прочитали, мы будем с вами читать, не сомневайтесь. Но когда ты читаешь, ты не так думаешь. Поэтому, когда мы все закрыли, давайте попробуем без. Так, еще раз. Что мы тут пишем? Так, somos. Стоп. Yo. Yo somos. Yo. Yo soy. Somos. Так, молодец. Все, Света слетела с соревнований. Виолетта, продолжай. Сой. Множественное число. Sois. Виолетта слетела. Множественное число от nosotros и nosotras. Света. Somos. 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 Еще что-нибудь есть? Я не помню. Somos. Somos. Так, хорошо. Ту. Виолетта. Eres. Молодец. Eres. Так. Vosotros. Sois. Я сейчас кого-то выгоню из класса. Я думала, я должна говорить. Ты думала, должна говорить? Ага. Говори. Sois. Sois. Так, Sois. Знаете, что меня смущает? Что?
что я повелась на somos. Somos только. Мгм. Ну, бывает такое, ребят, простите, просто заигралась немножко. Somos и нету. Somos, sois, никаких нету somos. Никаких самов нету. Виолетта. A. Нет, S. S. Угу. Света. Сон. Эре. Нет, эрес был уже. Сон. Сон. Это я Сон. немножко вас запутала, но бывает. Простите, видите, на то и, как говорится, прямой эфир немножко. И вы нас простите, наши зрители, не смейтесь над нами. Так, смотрите, всего вот так. Вот глагол ser. Soy, somos, eres, sois, es, son. Молодцы. Уважительная форма. В испанском языке кто знает, Света или Виолетта? Кто вперед? Скажите, Виолетта. Виолет, давай. Usted. 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 Угу. Там если получилось. Неправильно. Ой, да. Не на ту клавишу нажала. Ага, usted. Ага. И ustedes. 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 Отлично. Так, Света, глагол. Эс и Es сон. и son. Угу. Так, друзья мои, смотрите, что здесь у нас, что бы мне хотелось вам здесь объяснить, как это все склонять. Не склонять даже, а ставить в вопросах и ответах. Если мы обращаемся в вопросе, даже, наверное, знаете что? Мы сделаем. Нет, мы не сделаем не так. Мы сейчас поупражняемся. Нет. Сейчас, подождите. Как хочется, как лучше. Получается, как всегда. Хорошо, мы к этому еще вернемся, а сейчас мы просто начнем делать упражнения, а к этому вернемся чуть позже. Хорошо? Мгм. Я вам буду задавать вопросы, которых у вас нет. У девчонок этих вопросов нет нигде. Поэтому им негде посмотреть. Негде посмотреть. Поэтому будем соображать. Я убрала эту шпаргалочку. Смотрите, отвечаем на вопросы. ¿Quién es médico? Ответ. Ángel es médico. Смотрите, Виолет, я тебя спрашиваю. ¿Quién es profesor? Ты должна ответить, что Антонио. Да? Это Антонио. Как ответишь? Антонио es profesor. Угу. Света. ¿Quién es enfermera? Кармен. Кармен es enfermera. Виолетта. ¿Quién es arquitecto? Педро. Pedro es arquitecto. ¿Quién es azafata? Luisa. Света. Луиса es azafata. ¿Quién es ingeniero? Carlos. Carlos es ingeniero. ¿Quién es estudiante? José. José es estudiante. ¿Quién es secretaria? Petra. Petra es secretaria. ¿Quién es piloto? Miguel. Miguel es piloto. ¿Quién es peluquera? Susana. Susana es peluquera. ¿Quiénes son abogados? Felipe y Manuel. Felipe y Manuel son abogados. ¿Quiénes son camareras? Pilar y Mercedes. Pilar y Mercedes son camareras. Вот молодцы. То есть здесь что произошло? Да? Как раз та наша с вами форма, что в третьем лице, когда мы меняем ответ, вопрос на ответ, мы ничего не меняем, мы не задумываемся, мы ставим глагол «es», потому что это третье лицо, да? То, о чем мы вчера и говорили. «Es son». Какую-то профессию вы здесь не знаете? Пелюкера, кто такая? Парикмахер. Умница. Пилото. Пилот. Виолетта. Пилот. Пилот. Угу. Так, азафата. Стюардесса. Угу. Так, ну что вы еще? Камарера.
Виолетта? Официантка. Официантка. Молодцы. Смотрите, я вам задавала вопрос «quién». Мгм. Запомните. Теперь я задаю вам вопрос «qué». «Qué». Не «quién», а «qué». Есть, давайте потом поговорим об этом. ¿Qué es ángel? Médico. ¿Qué es ángel? Вы отвечаете ángel есть es médico. Es médico. Да, давай, Виолетта. ¿Qué es Carmen? Enfermera. Carmen es enfermera. Muy bien. ¿Qué es Antonio? Profesor. Antonio es profesor. ¿Qué es Petra? Secretaria. Petro es secretaria. Еще раз. Petro es secretaria. ¿Qué es Petra? Secretaria. М. Еще раз. Petra es secretaria. Молодец. ¿Qué es Miguel? Piloto. Miguel es piloto. ¿Qué es Susana? Peluquera. Susana es peluquera. ¿Qué es Carlos? Ingeniero. Carlos es ingeniero. ¿Qué son Felipe y Manuel? Abogados. Felipe y Manuel. Felipe y Manuel son abogados. ¿Qué son Pilar y Mercedes? Camareras. Pilar y Mercedes Mercedes. son... Кто там были? Mercedes. Camareras. Camareras. Мгм. Глагол. Son camareras. ¿Qué es José? Estudiante. José es estudiante. Muy bien. ¿Qué es Luisa? Azafata. Luisa es azafata. Девчоночки, смотрите, я хотела остановиться на quién и qué. Если мы говорим quién es médico, ángel, и когда мы говорим qué es Carmen, enfermera, то есть видите, что в одном случае мы спрашиваем, кто есть медик, да, ángel es médic. То есть в русском языке у нас есть кто и что. Quién и qué. Это кто и что, но по роду деятельности. То есть когда мы говорим, кто Кармен, кем она работает, да, спрашивая ее профессию, мы спрашиваем, что. Ну, что делает Кармен? Давайте так переведем это, да? Что делает Кармен? Вопрос идет что, поэтому ке. Ке он короче, это что? Quién мы говорим, кто профессор, да, или кто учитель, кто студент. То есть, если я спрошу, да, правильно, ну, то есть поняли, да, кто и что, то есть чем занимается, тогда мы спросим, каким вопросом? Чем Чем занимается? занимается? Е. Какой? Виолетта, Е. какой вопрос будет? Ну что? Что? Если мы говорим, кто занимает эту должность, ну, тут уже все понятно, то тогда кто. То есть вот здесь тоже не путайтесь, потому что в нашем первом диалоге, вот сейчас я его вам поставлю как раз, и будет все правильно, и будет все понятно, почему в одном случае было «ке», а в другом «кен». То есть на первом уроке мы это не разбирали. Сейчас как раз вы с удовольствием это почитаете. Так, поехали. Так, шер. Поехали по ролям и очень быстро. Прям максимально. Видно этот? Да. Вот, сейчас обращайте внимание и на глаголы, и на ке-кьен. Петра, Виолетта, Джейн, Света. Мгм. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién eres? Soy Jen y tú. Soy Petra. Y ella, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Ángela. Es mi amiga. Вот смотрите, если бы она хотела спросить, что делает Анхела, да, она бы спросила «qué es», правильно? Мгм. То есть, а когда она спрашивает, кто это Анхела, тогда спрашиваем «quién», это важно. Так, продолжаем. ¿Qué eres? Soy estudiante de español. ¿Y tú? Soy médico y también estudiante de español. ¿Y ella qué es? Es enfermera. ¿O también estudiante de español? Виолетточка,
Y también estudiante de español. Мгм. Buenas muchos gusto. Adiós. Так, Масенька, еще раз. Нет, не прибавляем. Ты теперь не глотаешь окончание, ты теперь их добавляешь. Bueno. Да, Bueno. bueno. Bueno, mucho gusto. Adiós. Adiós, encantada. Понятно, да? То есть заметили, как изменилась структура? Все заметили, да? В каком случае мы говорим quién, в каком кем? Мгм. Да? Soy estudiante. Так, ¿qué eres? Да, что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Soy estudiante, правда? Мгм. Да. И когда мы спрашиваем quién, да, когда, ну, то есть в зависимости от того, как вы спросите, будет понятно, что вы хотите спросить конкретно. Кто ты, как тебя зовут или чем ты занимаешься. Мгм. Ну, понятно, да? Скажите, что все, мы поняли. Да, понятно. Потому что я боюсь, вдруг что-нибудь будет непонятно. Ну и если мы вернемся к нашей табличке, нет, пока не вернемся. Давайте сделаем опять тренировочку, которой у вас нет подсказочек. Устед. Сейчас мы потренируем и устед в том числе. Вопрос. Es Antonio abogado? Sí, es abogado. То есть сейчас мы отрабатываем ответы, что они идут у нас в начале слова, да? То есть мы не спрашиваем, кто он, а мы спросим утвердительный или отрицательный ответ. Sí es abogado, no es abogado. Еще раз. Es Antonio abogado? Sí es abogado, no es abogado. Вот это но, оно потом встраивается. Я вот помню, как я встраивала это в себя. Света, ¿es usted estudiante? Sí. Sí. Nosotros estudiando. Нет? Стоп, Виолетта. ¿Es usted estudiante? Sí, nosotros, estudiante. Вот, смотрите, вот это вот хорошо, что мы на этом с вами споткнулись. Ну, в смысле, сюда зашли. Видно? Мгм. Смотрите. Сейчас попробую растянуть. Вам все видно или не все? Вот, да, вот теперь видно. Смотрите, когда мы задаем вопрос, ты меняется на я. Да? Ты студент? Мы говорим, да, я студент. Устед, вот это такая странная форма уважительная, когда я уважительно спрашиваю, Светлана Александровна, вы студентка? Как Светлана Александровна нам отвечает? Yo son... Нет, по-русски, пожалуйста. я студент. Я студентка. То есть вместо устед, да, третье лицо, это не третье лицо. Устед и устедес – это уважительное обращение, как вы. Ну, по сути, да, как будто бы третье лицо, но нет. Когда мы слышим устед, устедес, устед – это единственное число, почему я сделала акцент, es usted estudiante, то есть вы должны были услышать ты, студентка. Вот если бы ты услышала eres estudiante, ты бы сказала soy estudiante, правильно? А ты услышала usted и испугалась. Когда я обращаюсь к вам, Светлана Александровна, правильно, Александровна, не Алексеевна? Да. Светлана Александровна, ты же не говоришь, мы, Николай II, студенты. Мы говорим, я студентка. И вот это правило, когда ты в ответе меняется на «ё», чтобы не зазубривать. То есть мы должны запомнить, что третье лицо, оно никогда не меняется. Видели, как легко, девчонки, вы сделали прошлые два упражнения? Прямо от зубов. Вы не думали, вы знали, что третье лицо, глагол остается тем же, что и в вопросе, в ответе. Вопрос остается, что и в ответе. Когда мы обращаемся лично, тогда мы меняем. Вот сустед – это исключение. Если в устед глагол идет как глагол третьего лица, но устед подразумевает измену. Понятно, я не сумбурно объясняла. Друзья мои, те, кто у нас в чате и смотрит нас, не очень сумбурно, все понятно. Давайте еще раз попробуем, чтобы закрепить. И дома у нас будет упражнение как раз на устед. ¿Es usted, Violeta, estudiante? Sí,
Son estudiante. Почему son? Soy. Soy estudiante. И в отрицании No soy estudiante. no son, soy estudiante. Два раза отрицание. Отрицаем прям, чтоб насмерть. No. Es Petra camarera? Света. Так, no. No, el camarera. Глагол. Es. Еще раз. No, es camarera. No es camarera. Es Luisa peluquera? No. Отрицание. No es Luisa, es peluquera. У вас дверь открылась, что-то зафонило. Еще одно правило. Я думала, мы быстро сегодня с правилами. Когда мы употребляем глагол, да, то есть в вопросе есть уже имя, в ответе можно его не употреблять. Света парикмахер? Парикмахер? Нет, не парикмахер. Да? Потому что у нас есть глагол. Можно не употреблять имя. Ну ладно, пока не грузитесь, говорите как есть. Es Carlos ingeniero? Sí. Sí es ingeniero. Молодец. Es Susana azafata? Sí es azafata. Если no. No es azafata. Угу. Son Pilar y Mercedes enfermeras? No. Son Pilar y Mercedes. No son Pilar y Mercedes. No. Так. Sí, правильно, sí. No son Pilar y Mercedes. Кто они там? Enfermeras. Enfermeras. А если без Pilar y Mercedes? No son ingenieros. Enfermeras. Enfermeras. Enfermeras кто такие? Медсестры. Угу. Слава им сегодня. Да. Son José y María estudiantes? Sí. Sí. Может, как их зовут еще раз? Не обязательно. Sí, son. Estudiantes. Estudiantes. Ну, мне отвечаешь за окончание. У тебя с окончаниями все четко. Не слизывай у мамы глотание окончаний. Ох, Светочка. Sois médicos? No. Так, sois médico. No. Так. No. Я не медик. Sois. Так. Yo soy. No, я soy médico. Нет? Sois. Soy. Sois. Хорошо, слетела. Виолетта. И еще раз можно повторить? Sois médicos? Sí, sois médicos. Угу. Хорошо. Ой. Sois. Vosotros. Угу. То есть ответ будет какой? Sí, vosotros médico. Так, вот Sois. вопрос второго лица. Ну, по-русски скажите мне, давайте так. Переведите фразу. Ты медик? Ну, почему ты?
Soy, Играть. sois, no eres, sois. Светлана, eres médica? Sí, soy médica. Светлана и Виолетта, sois médicas? Nosotros, no, nosotros médica. А глагол? Como médica. Так, и sois médicos? Sí, sois médica. Хорошо. Светлана, eres médica? Sí, soy médica. Sí, soy médica. И Виолетта и Света, sois médicas, enfermeras? Sí, somos enfermeras. Somos enfermeras. Muy bien. Ну-ка, как ты это догадалась? Расскажи-ка нам. Потому что нас спрашивают, вы медики? Мы отвечаем мы. Да. А до этого вы как говорили? Мы говорили, Да, вы медики. Да, вы медики? Да, вы медики. Сам дурак. Сам дурак. Ну так, да, примерно. То есть вот это вот сейчас вот эти вот вещи, да, которые мы хотим понять, вот эти две, то, что они меняются. Но это только практика, это ничего страшного, что вы при первом, это нормально. Так, я убираю, да, чтобы у нас не подсказывать. Кто сейчас готов? Виолетта. Eres arquitecto? Sí. sí, soy arquitecto. Молодец! Умница моя, muy bien, молодец. Света. Son ustedes enfermeras? Sí. Так. Yo Son soy. ¿Por qué yo? Yo Violeta. soy. ¿Son ustedes enfermeras? Sí, soy enfermeras. Somos, ты сказала. Somos. Все, пойду съем мороженка. Спасибо, молодец, моя девочка. Ну-ка, объясни, почему ты так сделала. Там получается как множественное число. Множественное число. Что еще там получается? Уважительная форма. Уважительная форма, да, usted, ustedes. То есть в ответе у нас идет множественное число ustedes, мы меняем сюда, правда? Вот, так что, друзья мои, мы сейчас с вами прощаемся, а с девчонками идем отрабатывать дальше. То есть вот это важно, чтобы вы слышали, когда обращаются к вам, и вы отвечаете «я», да, то есть проблема иностранцев, а не склоняем глаголы. Я есть, знаете как, я есть не понимать тебя. Также говорят, я очень давно жить в Испании и не понимать совсем никто. Что сказал? Ну, можно разобраться, если захотеть. Но есть такая история, друзья мои, когда люди хотят вас услышать и вам помочь, когда они в вас заинтересованы, они поймут ваш язык. Но чаще всего бывает, что что-то нужно нам. И когда нас не хотят понимать, и мы еще и неправильно склоняем, то есть тогда вообще беда. То есть если я хочу купить квартиру, меня поймут все. Без разницы, я могу вообще просто мычать. И меня поймут, и помогут, и продадут. Но если я хочу получить скидку с покупки квартиры, или я хочу объяснить полицейскому, что я права, то вот здесь, если я неправильно что-то склоняю, если я не могу донести, вот такая история. Поэтому мы с вами очень внимательно относимся к этому. Но это привычка, это ничего, это только привычка. Поэтому, друзья мои, все, кто нас слушает, скажем спасибо девчонкам, поставим лайки, напишем комментарии, что они большие умницы. Правда, Виолетта сегодня прям 5, да, Света, согласна? Да.
То есть прям молодец, езжаешь, есть талант, у вас у обеих есть, просто немножко сейчас подкорректируем. Все, друзья мои, те, кто хотел бы изучать язык с нами, в описании к видео есть ссылка, переходите по ней, связывайтесь со мной, и мы решим, в какой вам группе работать. У нас не только вот такой формат, мы еще и занимаемся в закрытой группе без онлайна, поэтому индивидуальные занятия, групповые, пожалуйста, сейчас то самое время, которое дает нам эту возможность. Все, мы с вами прощаемся с девчоночками, пойдем отрабатывать дальше. У нас еще есть 20 минут. Все, мы вас любим, пока. Спасибо вам, что смотрите нас.